Старик Михайло сидел на холодной скамье в парке, обняв плечи руками, пытаясь согреться. Старая куртка не могла защитить его от пронизывающего ветра, а дождь, мелкий и колючий, устремлялся на землю с неба, словно слезы разбитых душ. В глазах пустота, в душе тяжесть, которую не могла затмить даже усталость. Он не знал, куда идти, не знал, что делать. Все, что было у него — дом, семья — теперь оказалось за пределами его жизни. Его сын, молодой и успешный Игорь, выгнал его из дома в тот день, когда Михайло пришел, чтобы взять свои вещи. Слова, как нож, пронзили сердце старика. «Ты больше не нужен, папа». Эти слова звучали как приговор. Татьяна, невестка Алексея, с холодным взглядом и уверенным голосом поддержала сына. Она не скрывала своей неприязни к свекру. Женщина с безупречным маникюром прошла мимо него, и в ее глазах был тот самый холод, который обжигал старика. «Ты больше не можешь здесь жить. Ты бесполезен. Мы не можем заботиться о тебе. Игорь прав. Тебе пора уйти». Михайло, напуганный тем, как быстро изменилась его жизнь, почувствовал себя как дуб, вырванный с корнем из родной почвы. Он не понимал, как это произошло. Еще вчера он был частью этой семьи, а сегодня оказался на улице, один, оставленный и забытый. Его горе углублялось с каждой минутой, и он чувствовал себя действительно ненужным. Он остался без крыши над головой и без семьи, только с горечью и воспоминаниями о том, как его жизнь была полна радости и тепла. Прошло несколько часов. Старик сидел в парке, укрываясь под старым деревом, где не было ни одного прохожего. Он даже не думал о том, как долго будет сидеть здесь. В его голове не было ни одной мысли, кроме той, что ему некуда идти. Он думал о том, как много лет назад, когда его жена Галина была рядом, он всегда мог рассчитывать на ее поддержку. Холодный ветер приносил ему воспоминания о ней, их прогулках по этому же парку, где они вместе смотрели на переливы осенних листьев и плели планы на будущее. Но сейчас он чувствовал, что разорвался на части. Слюни времени не могли затушить его слезы, и он не понимал, как можно продолжать жить после такого предательства. Каждый звук, каждый шорох были как больные уколы в сердце. Он закрыл глаза и попытался уснуть, осознавая, что это единственное, что может его немного успокоить. И вот, когда он уже начал засыпать от холода, кто-то тихо подошел к нему. Старик поднял глаза и увидел пожилую женщину. Ее лицо было покрыто морщинами, но глаза светились теплом и заботой. Она стояла рядом с ним, наклоняясь, как если бы собиралась помочь. «Что ты здесь делаешь, старик?» — спросила она мягко, но твердо. «Почему не домой?» «Нет у меня дома», — ответил он, пытаясь скрыть слезы. «Меня выгнали. Сын с женой». Женщина присела рядом с ним, внимательно глядя на его уставшее лицо, полное страданий. Под ее серьезным, но добрым взглядом грусть Михайла, казалось, немного ослабла. «Ты замерзаешь, бедняга», — сказала она с нежностью, касаясь его плеча. «Пойдем ко мне. У меня есть место для таких, как ты. Пойдем». Он не мог поверить своим ушам. Кто эта женщина? Почему она готова помочь ему, чужому человеку? Но, несмотря на сомнения, старик встал и пошел за ней. Женщина повела его через улицы, как если бы это был ее родной человек. Каждый шаг давался ему с трудом, но он понимал, что нужно воспользоваться этим шансом. Женщина привела его в маленькую, но уютную квартиру на окраине города. Входя, он почувствовал необыкновенное тепло, словно оно обнимало его. В доме пахло свежим хлебом, а в углу на подоконнике стояли яркие цветы. Старик не мог поверить своему счастью, когда увидел стол, накрытый для 2 человек. «Я накрою на стол и сделаю тебе горячий чай», — предложила она, улыбнувшись. «Спасибо», — выдохнул Михайло, почти не веря, что это происходит. Он принял приглашение, предпочитая прятать свою горечь, и на его лице появилась робкая улыбка. Чашка горячего чая согревала его не только физически, но и душевно. Он ощутил тепло, которого давно не ощущал. Это было тепло не только от чашки, но и от самой женщины. «Знаешь,
«Я тоже потеряла семью», — сказала она тихо, когда они сели за стол. Ее слова будто разрывали одиночество, охватившее обоих. «Моего мужа забрала болезнь, а дети уехали в другие города и не навещают. Так что я привыкла быть одна. Но я верю, что всегда можно помочь другому человеку, если есть силы и желание». Старик молчал, слушая ее. Его сердце наполнилось эмоциями. Он почувствовал, что наконец-то нашел нечто большее, чем просто приют. Здесь была не только добрая душа, но и понимание и поддержка, которых он так долго ждал. Она придавалась ему веру в людей. «Ты останешься здесь», — сказала женщина, когда он встал, чтобы идти. «Я не могу оставить тебя на улице. У меня есть кровать, и тебе будет комфортно. Я не могу обещать, что буду тебе семьей, но, может быть, мы будем поддерживать друг друга и не позволим одиночеству разрушить нас». Это предложение прозвучало как музыка для его усталых ушей. Старику внезапно стало легче на душе. Он почувствовал, что, возможно, ему еще не поздно начать новую жизнь, полную надежды и дружбы. Он понял, что, несмотря на предательство и горечь, в мире есть люди, готовые протянуть руку помощи. «Меня зовут Мария», — представилась женщина, вытягивая руку в его сторону. «Я Михайло», — ответил он, сжимая ее ладонь с благодарностью. Это был жест, который символизировал не просто знакомство, а новую надежду. Они обменивались историями о своей жизни, о радостях и горестях, о потерях и находках, и каждый рассказ приближал их друг к другу. Постепенно они стали настоящими друзьями. Каждый вечер Михайло помогал Марии по дому, а она, в свою очередь, делилась с ним своими любимыми рецептами, угощая его домашними блюдами, которые были на много порядков вкуснее, чем в его прошлом доме. Они вместе готовили, завязывая крепкую дружбу, которая стала их утешением в одиночестве. Со временем старик начал чувствовать себя частью семьи, хотя и нестандартной. Зима подошла к концу, и как только весна приняла свои права, жизнь Михайла и Марии наполнилась новыми цветами и надеждами. Они вместе проводили время в парке, где старик мог вспомнить о счастье, которое получил в своей новой жизни. Каждый день приносил им новые увлечения. Они открывали для себя старые художественные выставки, вместе посещали театры, а иногда просто сидели на том самом месте, где когда-то много лет назад он со своей женой Галина делил свои мечты. С каждой встречей с другими людьми жить без уныния и одиночества становилось легче. Еще более удивительным стало то, что старик Михайло снова научился смеяться. Они вместе организовали семейные обеды, приглашая соседей, и его сердце вновь расцвело с каждым смехом и обсуждением. Каждое утро, поднимаясь с постели, он замечал, как в жизни вновь появился смысл. Общение с Марией наполняло его сердце радостью. Тогда, когда они вместе сидели на балконе и наблюдали за рассветом, он понимал, как быстро поворачивается жизнь, и что конец для одного — это всегда начало для другого. Для старика стало очевидно, что, несмотря на несчастье, которое он пережил, жизнь все еще могла быть яркой и полной. Достаточно лишь открыть свое сердце и верить в добро. Михайло и Мария стали одним целым, семья, о которой ни один из них даже мог не мечтать. Так завершилась эта удивительная история, приятно открывающая жизни, полные потерь и возрождения, где истинная доброта и поддержку можно найти в самых неожиданных местах, от бывших незнакомцев до новых друзей. Теплая связь между ними стала напоминанием, что все мы способны переписать свою судьбу, внеся свет в чужие жизни, даже когда кажется, что это невозможно. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.